Здравствуйте, дорогие друзья, гости нашего стрима и мои подписчики. Здравствуйте, YouTube. Игра Violent Heart попала к нам сегодня. Многие ее в свое время просили. Извините, что игнорировал ваши просьбы. Наконец-то у меня до нее дошли руки. Это небольшая история про войну, которая, как написали авторы и люди, которые в нее играли, заставит вас о многом задуматься. Очень надеюсь, что вам эта серия зайдет. Кому зашла, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, колокольчик, глагольчик, все дела. Twitch вам передает привет в количестве 9000 бойцов. Напомню всем, ребята, что расписание стримов теперь у нас стабильное. Вы его можете найти в нашем телеграм-канале Hard Inside. Ссылочка есть внизу в описании. Буду рад вас там видеть. Там есть чатик и есть, где именно оповещения идут. Оповещаю с утра. Надеюсь, всем удобно это будет. Ну а сейчас прошу всех пристегнуть ремни, налить чаечек, кофеечек и погрузимся в атмосферу. В атмосферу Violent Heart. Приятного просмотра, друзья. В этой игре данные сохраняются автоматически на определенных этапах. Но это понятно, автосейв. Источником вдохновения для авторов игры послужили события, которые разворачивались на Западном фронте. 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. 1 августа 1914 год. Как говорится, в войне нет победителей и проигравших. В войне есть жертвы, разрушенные судьбы. Сейчас я чувствую, он тоже пойдет. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его впереди. На стрелочке. Угу. Тап, это, я так понимаю. Да ладно. Вот это вообще сейчас неожиданно. Если хотите, я вам это прочитаю. Я думаю, многим будет интересно. Если, конечно, хотите. Или сами прочитаете, как лучше. Ну что ж. Объявление войны. 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд.
Действия нескольких держав, связанных цепочкой дипломатических и военных соглашений, привели Европу к вооруженному конфликту, после подключения к которому колоний приобрел глобальный масштаб. 1 августа... Что-то горло садится. 1 августа Германия объявила войну России. 3 августа Франция. 4 августа Германия объявила войну Британии. 11 и 12 августа Франция и Британия заявили о том, что находятся в состоянии войны с Австро-Венгрией. Жестко, конечно. Формирование армии. Вы знаете, я, наверное, не буду зачитывать. Знаете почему? Здесь очень важна атмосфера. Я буду открывать эти вкладки. Кому интересно, ставьте на стоп, ребят, на ютубе. Наверное, вот лучше вот так. Потому что на ютубчике лучше сами прочитаете, чтобы не терялась атмосфера игры. Я думаю, всем будет очень интересно, поэтому я вот так вот медленно сделаю. Кому интересно, на стоп поставите, посмотрите. Просто я безумно хочу погрузиться именно в атмосферу игры. Спасибо. Что ты хочешь? Какая-то музыка, знаешь, из этого... Ну, здесь типа этого, типа КМБ. Курс молодого бойца. А. Смерть. Такое очень простое обучение. Интересно, сколько лет здесь на расстреле. Пост дал, пост принял, как говорится. Здравия желаю. Затроллил армию. Сразу к стене поставятся такие вещи. Республика Франция. Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. Внук, то есть, мне кажется, ему уже, На наверное, вокзале в Париже, к пытаясь полтосу. попасть к своему больше. полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. А, еще этих прогнать надо. Подожди, а что здесь у нас? Здесь просто как атмосфера показана. Что-то мне кажется... Что-то мне кажется, что не особо это вот. Подождите, а почему? Почему нет действия?
Ну, то есть самого действия почему-то нет. То есть я не могу сделать. Подожди, бутылка. Да нет. Подожди, ну ее куда-то нужно бросить. Это 100%. Ну, за свисток больше не дергается. Так, окей, давай подумаем. Может быть, в колокол? Ожидаемо. О, свистулька. Не надо такое. Свисток начальника станции. Из-за паровозов вокзалы и железнодорожные станции были очень шумными. В те времена для оповещения еще не использовались громкоговорители, акустические системы и информационное табло. Поэтому железнодорожным служащим приходилось выкрикивать предназначенную для пассажиров информацию о поездах, ну а лучшим средством привлечения к себе внимания были свистки. Окей. Сейчас как свистну. Подождите, а как инвентарь-то открыть? Никто не знает. Может, И? Подождите, стоп. Как свистануть-то туда? Не, я думаю, что это уже ничего не даст. Как-то надо свистнуть. Тап, но здесь нет ничего. Не-не-не, здесь все намного проще. Здесь нужны просто обычные действия. Так, эти нас не пускают, хорошо. Так, вот этот вот типочек стоит. Может быть, ему дать? Нет. Слушайте, подождите, может быть, бутылку как-нибудь вот этому типу закинуть? Нет. Ничего подобного. Опа. Так. Что-то здесь лежало. Открыт новый дневник. А, дневники это вообще отдельно. Так, на лестницу сюда, говорят, нельзя. Что это такое? Тихо. Здесь какая-то мелодия нужна. Здесь нужна мелодия, чтобы они, мне кажется, затанцевали. Сейчас, подождите-ка. Вот это первый? Первый. Пошел процесс. Ай, ну давай. Пошел флекс, ля. Ля. А я по вагонам побежал. Это, рульку отрывать. Стыц. Так. Добежал. О! Ага. На всякий случай возьмем. Додова. Бля, машина. Откуда ты? Тут, мне кажется, даже комментировать не надо. Если так все понятно. Узнал, воспринял. 21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем.
Ля, да ладно, я что, знаменосец, что ли? Ну, это серьезно. Ля. Бей! По-моему, это херовая была идея. Смерть. Блять. Живем! Нормально, нормально, пацаны! Живем! Нормально, нормально. Смерть. Ту-ту-ту. Ля, пожилой. Ля, тварь. Ля, что делают, а? Мама! Бля! Смерть. Это, короче, без остановки надо просто бежать. Это мне надо прям самым первым. А, и под эти нельзя попадать. Охренеть. Все, я понял. Все, я понял, как здесь надо. Короче, есть эти и есть пулеметные расчеты. Окей. Тихо, работяги, тихо. Так, все, поехали. Хорошо, прошли. Пипец, там минус все. Нормально. Давай. Ой. Да что, я один сейчас, слышу, прибегу туда, алло. Смерть. Чё, блядь? Кто такую команду-то дал, идиотскую? Все, да? Мадемуазель Шайон. Рядовой из 150-го пехотного полка Эмиль Шайон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе. Какой-то. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного — наказать тех, кто сломал ему жизнь. Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон фон Дорф. Вот здесь, короче, играть будем за двух персонажей. Где там Фредди? Чего? Взорвать мост. Понял. Сделал. Опять работает. Ни хрена себе, Фредди. Я взял гранату, да? Что, монету какую-то нашел? Случайно причем. Подожди, а здесь ты чё? Наверное, так. Ожидаемо. Да я понял, что мост надо взорвать. Сейчас сделаем, мужики. Нормально. Ура! Ё. Сейчас я все сделаю. Ля, тварь. Бан! Блять. Повыше. Блять, не заходит. Ай, ну давай.
Поближе надо подойти, я понял. Давай. А, додики, сейчас я вам... Бан. Все, смерть. Бля. Он этот удлиняется, все, я понял. Я думал, он на месте стоит, этот пулемет. Так, все. Главное, мы поняли, как это все делается. Короче, он чем дальше, тем все длиннее и длиннее. Надо в этот перерыв попадать. Давай. Ага. Пошел, мой хороший, давай. Ну! Давай. Опа. Хорошо. Что это такое? Кирпич. Поймал? Подожди. Отвлечь, я так понимаю. Пожилой шпион пошел. Йо-хо-хо, ублюдки. Слушай, мы там народ-то минусанули. Нам туда вот. Хрена себе. Как можно было? Греночку с собой берем. Бля, опять этот пулеметных дел мастер, ёпта, строчит. Бля, тваря. Так, короче, чуть дальше трупа он стреляет. Что делать? Подожди. А, все, я понял. Ага. Ить. Ой, пошел. Ить. Узка. Ой, бля. Лаги. Ну, надо закинуть туда, что ли? Бан. Все, да. Сейчас, мой хороший. Граната! Смерть. Опять пулемет. Бля, что ж такое, а? Бля, тварь. Блять, страшно. Вырубай, дурачок. Хрена себе. Что за кирпичики есть какие-нибудь? Чем? Так, тихо. А, здесь завалило. Так, ищем кирпичики. Эту лестницу надо как-то опустить. Я могу, конечно, грены опустить, в принципе. Я человек простой. Так, Алексей, думаем. Сверху какие-то овощи лежат. Сзади все завалило.
Подожди, а что же здесь? А, сломать! Он может сломать все-таки. Угу, все, я понял. Все, тихо, 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 тихо. Нет здесь никого. Мгм. Блять, ему надо на второй этаж, что ли, закинуть? Я ему сейчас ту агрену закину. Пошел, мой хороший. Давай, скорей. Бля. Хорош. Что делать-то? Не понял. Так, одну секунду. Проход сломали. Может быть, к нему надо подбежать, его как-то вниз толкнуть? Давай попробуем. Точно. Хорош. Это что такое? Угу. Так эти додики забаррикадировались. Так, думаем, Алексей. Звоночек не просто так. Там записочка, кстати, лежит. Так, этот пошел туда. Ага. Угу. Все, я, наверное, примерно понял, как это делается. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. Бля, тварь, что он хочет? О. Воды, собачки. Ты ж моя хорошая. Я тебе скорее водички. Так, а как крутить колесико? Ну-ка. Весело. Что такое? Что? Ты ж моя родненькая, господи. Вода, огонь. Что-то сосиски. Что Эмиль? А? Мария, est-ce que ça va? Здесь даже ничего не надо комментировать. Вы все и так видите. Дорогой папа, мы живем в атмосфере неизвестности. Немцы используют жителей Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе, и рана уже зажила.
Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю. И очень жду ответа. Adieu, Karl. Есть хочет. Да, тварь. Вижу фотокарточку, вижу. Я так понимаю, наверное, вот так это делается. Да сейчас! Так, включили. Нет, 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 нет. Первая вода. А почему? А почему? Что-то я где-то упустил. Рычаг — это огонь, это вода. Что вот это? Подожди. Все, я понял. Есть. Есть. Где его стрел? А ему всю тележку, что ли, туда надо тараканить? Ни хрена себе. Ля, пошла паника. Собакина, ёпта. Ой-о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 й. Ля. Ты ж мой хороший, а. Ля, пес меня вытащил. Merci. Пойдем, пойдем. О, сука. Пёсель, все со мной теперь? Улетел. Всё, блядь. Так, что это такое? Снаряды. Рычага нет. Вон, вверху рычаг. Логично. Песик. Вальт, есть. Вальт, Давай, мой хороший, сюда. Али. Ты ж мой родненький. А, это мой хороший, а. Спасибо, Собакин. Как-то по... Ага, свежая идея. Когда VR? Ну, вопрос, когда, брат? Спасибо огромное. Скоро. На этой неделе уже VR. Сейчас я додумаюсь, как это делается. Может быть, как-то задействовать мне, подтянуться на этой тележке. А, успеть надо. Все, я понял. Я же ее могу не держать. Все, я понял. Здесь я понял. Так.
Давайте, ребята, я вам, как и обещал, вот так вот сделаю. Почитайте на ютубе обязательно. Спасибо за 250, ребят. Спасибо за копеечку. Спасибо. Да уж, тут одни кадры, конечно, завораживают. Пёсель, ты ж мой хороший. Собаки. Ни хрена себе, пёсель. А что это такое, или валялось? Или мне показалось, что это такое? Показалось. Блин, Собакин, смотри там аккуратнее. Хрена себе половник. Я сейчас чуть не... Блин, а как туда пройти? Там крестик валяется. Хорошо, ладно. Может быть, что-то найдем. Что-то нашел. Крючок или... Предмет с конкурса военных историй. Связыватель шнурков, изготовленный полковником таким-то, прадедом господина Бенуа из гильзы. Просто как сувенир. Блин, а как же мне туда за крестиком-то с этим слазить? Подождите, сейчас по любасу что-то будет. Вон веревочная лестница, я вижу. Нет, это уже далеко мы ушли. Нет, здесь что-то не то. Так, и кинуть мне нечего, да? Мне очень интересно, все-таки, как вот здесь вот. Вы знаете, давайте-ка сделаем серию, наверное. А то я засиделся, прям засмотрелся. Прям вовсю, знаете. Это не игра, это, я не знаю, сегодня какие-то вообще шедевр на шедевре. Ребят, пишите ваши комментарии в описании к данному ролику. Понравилось, не понравилось. Как всегда, всем, кому не сложно, ребят, поставьте палец вверх. У кого нет аккаунтов зарегистрированных, уже зарегистрируйте, не поленитесь. Не забывайте подписываться тоже, ребят, на все социальные сети. Внизу в описании ссылочка. И приходите к нам на стримы, мы вас будем ждать. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.